Весы, здравствуйте! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это гороскоп на следующую неделю для вас. С 5 по 11 февраля. Множество разных событий может произойти, потому что Меркурий меняет знак, Луна заходит в разные дома. Давайте с вами обсудим возможное будущее. Так что наливайте чай, кофе, ставьте лайк, и мы начинаем. В понедельник планета общения, коммуникации и информации Меркурий входит в созвездие Водолея, ваш 5-й дом гороскопа. И будет он там до 23 февраля, 15 дней. О чем это говорит? Ну, во-первых, 5-й дом гороскопа — это все, что связано с удовольствием, с любовью, с романтикой, с флиртами, с романами. Так что если вы еще свободные весы, то здесь подключается ваша коммуникация, больше общения, больше знакомств. Вы почувствуете, знаете, как будто раскрепощение своих сил, своих талантов в общении. Словно ораторское искусство у вас зародится, знаете, может быть, оно у вас и было внутри, только вы его не замечали и не проявляли, а здесь получится и, возможно, даже появится. Может быть, познакомитесь с хорошим человеком, который станет вашим другом, вашим собеседником, соратником, товарищем, или даже будущим мужем, или будущей женой. Конечно, далеко так уходить не будем с вами, но возможность до 23 февраля точно возникнет. Поэтому романы, флирты, постройте кому-то глазки, пофлиртуйте, да, подскажите кому-нибудь, как пройти в библиотеку, и одновременно расскажите, как вас зовут и вообще, что вы хотите от жизни. И у вас непременно завяжется новое знакомство. 5-й дом — это все, что связано с самовыражением, с проявлением себя в этом мире, с творчеством, с хобби. Поэтому здесь Меркурий Водолей может дать вам новые интересы. К примеру, вы захотите изучить какую-то сферу искусства. Это могут быть, я не знаю, картины, это может быть музыка, это может быть живопись, архитектура. То есть вас что-то заинтересует, что-то новое. И старое хобби вы, в принципе, вспомните, которое забросили когда-то, вытащите из стола свою рукопись и начнете думать над новым сюжетом. Либо вы куда-то сунете свою руку в новое искусство, куда-то туда, в эстетику, в красоту. Может быть, это будет просто, там, не знаю, кулинария. Может быть, вы будете заниматься связано что-то с едой, и будете глубже это изучать. Может быть, курсы даже будете подыскивать или искать какого-то блогера, который будет вам рассказывать все нюансы, как делать, к примеру, заварной крем. Дальше поехали. 5-й дом — это дети, дорогие мои весы. Если они у вас уже появились, то здесь будут меняться неожиданно ваши планы. К примеру, вы собирались в понедельник, во вторник, там, в среду, ну, неважно, какой это промежуток времени ближайший до 23 февраля, куда-то отправиться. Но ребенок может, не знаю, у него там какие-то дополнительные уроки, и придется отправиться в эту поездку чуть позже. Либо не сможете договориться с ребенком, если он у вас уже взрослый, достаточно самодостаточный человек. Либо какие-то планы по отношению вот с детьми, то, что вы хотели там в поликлинику, грубо говоря, пойти, но что-то поменяется, причем неожиданно от вас это не зависит. Или, если у вас еще детей нет, то здесь, возможно, вот знаете, грянет, так сказать, гром. Вы задумаетесь о том, что пора уже рожать, пора уже продлевать свой род, ну, либо подумать хотя бы об этом, задуматься. Затем, все, что связано с собственным бизнесом, это тоже 5-й дом. Если вы управляете каким-то бизнесом своим, и он вам не особо нравится, то здесь возможны какие-то, знаете, какие-то тоже неожиданные перемены. И они не особо будут приятные, но если вы занимаетесь бизнесом, который вас удовлетворяет и который вам нравится, и вот вы дня не видите своей жизни без этого бизнеса, то здесь все перемены в бизнесе в ближайшем будущем, они будут, наоборот, позитивными. И не составит вам труда какую-то там проблему и решение там принять и решить. Поэтому здесь, опять же, да, планы могут меняться в бизнесе, может быть, вы хотели развиваться в эту сторону, но что-то вот не получится, не договоритесь. А если все-таки горите желанием, горите этим бизнесом, то сможете найти правильное решение. Все зависит лишь от того, ваш это бизнес или не ваш. Вот так вот. Далее поехали. Соревнования, 5-й дом. Если занимаетесь спортом, то здесь тоже озарение какие-то придет, прозрение, что, господи, да у меня же такой талант, сейчас я всех вот прям награду получу, первое место. Вообще, все, что связано с соревнованием, 5-й дом приносит успех и славу. Если у вас какие-то там забеги или какие-то, не знаю, там, плаваете вы, да, то первое место, какие-то награды получите. Вот с 5 по 23 февраля Меркурий Водолей вам это предоставит, эту возможность. Главное вот подключиться и делать все как положено. Затем, что-то изменится в вашем партнере, если вы вдруг
проживаете с каким-то мужчиной или женщиной уже давно в отношениях, или вы действительно там, муж и жена, то какая-то новая сторона вашего партнера вам откроется. Вот такая неожиданность, знаете, типа, как так? Вот это озарение придет. Как я так с этим человеком жила или жил всю жизнь? Что-то не состыковывается картинка и мое ожидание от этого человека. Либо, может быть, какая-то, знаете, какая-то приятная сторона человеческого характера вам проявится перед вами. Вы увидите своего любимого человека, скажете: ого, ты еще и так можешь, вот это да. Может и так в вашей жизни проявиться, весы. Ну и выступление, шоу-презентации, если вдруг вы готовите в ближайшие 18 дней что-то там выступать перед кем-то, тра-ля-ля, тру-лю-лю, то это тоже, в принципе, у вас пройдет успешно, и вы все свои презентации проведете на ура. Главное — подготовиться и раскрепоститься, не бояться рассказывать людям какую-то информацию, не бояться говорить о том, что ваша компания самая лучшая, да и вы вообще золото сотрудника, вам обязательно повезет, и вас, не знаю, начальство заметит, и все будет прекрасно, но сначала давайте вот я вам расскажу о том, какие классные у нас крема, если вы работаете в бизнесе, в сфере косметики. Праздники, развлечения, отпуск, 5-й дом. То есть, если вы планировали в феврале куда-то уехать с семьей, с детьми, да, потому что 5-й дом все-таки дети, то, может быть, конечно, что-то поменяется, какие-то планы, придется там Меркурий, потому что Водолей, да, меняет планы так неожиданно. Вы можете планировать в Египет, а полетите в Турцию. Или там планировали в середине февраля взять отпуск, а придется немножечко там поменять какие-то даты и поехать чуть позже. Либо, наоборот, раньше. Поэтому здесь весы с 5 по 23 февраля. Меркурий в Водолее, общение, раскрепощение, новые связи, знакомства завязываются очень легко. Ну и неожиданные перемены в планах. Все, что касается детей, спортивных соревнований, собственного бизнеса, да и вообще творчества. Но в любом случае желаю вам удачи. Одновременно с этим планета Луна переходит в знак зодиака Стрелец и окажется в вашем 3-м доме гороскопа. Здесь будет следующее. Во-первых, Луна в Стрельце — это потребность в движении, а 3-й дом — это транспорт. Может быть, кто-то из весов захочет поменять автомобиль или, не знаю, купить какой-то там, не знаю, мотоцикл, велосипед. Ну, все, что связано вообще вот с колесами, грубо говоря, на которых вы передвигаетесь. Так что, может быть, вы задумаетесь о том, что пора получить права, либо как-то пройти техобслуживание машину, чтобы проверили, все там хорошо или нет, масло поменять, радиатор поменять, фару поменять, руль поменять, салон поменять. Но в любом случае какое-то движение именно в транспорте. Вы захотите куда-то поехать на поезде, на самолете, в автобусе покататься вокруг города, то есть это тоже вполне возможно. Затем, обострение чувств справедливости. Луна в Стрельце — это говорит о том, что, во-первых, вы будете, возможно, выравнивать ситуацию в плане каких-то документов, потому что 3-й дом — это документы, это какие-то договора, и, может быть, что-то вы прочитаете, вас что-то не устроит, и вы будете поднимать этот вопрос, типа, почему я получаю 5000, хотя тут прописано вообще как бы 17, что это такое? Ну, давайте поменяем циферку, нолики подпишем. То есть договора вот... Возможно, будете вот что-то с этим что-то связано. Торговля тоже то же самое. Может быть, вы будете устанавливать какие-то новые связи с поставщиками или с людьми, у которых вы что-то покупаете, закупаете. Да, и опять же, да, какие-то условия вам могут выкатить вообще непонятные, фантастические. Будете уметь договариваться, потому что весы — это все-таки знак дипломатии, вы договариваться умеете. Так что проявляйте себя, проявляйте, не бойтесь ничего. Далее, короткие поездки — это 3-й дом, командировки. Это вообще либо командировка на работе, вы будете как-то пытаться ее выбить, эту командировку, и поехать куда-то, либо наоборот, захотите, типа, моя была очередь, почему там Петя едет, когда моя очередь, я сейчас должна ехать, или я должен ехать. Вот в этом смысле тоже будете устанавливать какую-то справедливость. Может быть, вообще в гости поедете, на дачу к родственникам, это тоже поездки такие небольшие по 3-му дому. Затем обучение, ну, конечно, куда без обучения, весы. Ну, обучение, вся жизнь — это учение, как говорится, и здесь, возможно, кто-то из вас захочет пройти какие-то курсы, захочет пройти просто получить какое-то образование дополнительное в какой-то сфере, которая вам интересна, именно интересна, потому что весы никогда не пойдут туда, где им не интересно. А вот обучение, какой-то курс, может, какого-то коуча найдете, с каким-то учителем познакомитесь, потому что 3-й дом — это коммуникация, общение. И здесь вот, может быть, действительно какое-то знакомство состоится у вас в понедельник и вторник, пока Луна в Стрельце.
с человеком, может быть, просто подпишитесь на какого-то блогера, которого вам интересно смотреть, и будете от него питаться какой-то новой информацией, тоже возможно. Ну и Луна в Стрельце — это, конечно, оптимизм. Это оптимизм, это прям хорошее легкое настроение, поэтому в понедельник, вторник, даже если полдня вы не выспитесь, будете вообще не в своей тарелке, что происходит, где чего лежит, все равно полдня все-таки стакан будет наполовину полон, вы будете видеть больше каких-то возможностей, больше шансов, как-то больше улыбаться, одаривать людей улыбкой, какой-то позитивом, энергией своей делиться. И вот такой, может быть, пройти ваш понедельник и вторник. Ну и все, что касается братьев и сестер, это тоже третий дом. Может быть, с ними будете общаться на тему, опять же, да, каких-то поездок за город, может быть, будете кого-то приглашать куда-то там на дачу или куда-то вместе поехать, не знаю, за покупками поехать, за большими, там, пошопиться вместе с сестрой или вместе с братом. Или там по поводу машины вместе с братом или сестрой там договариваться, чтобы вам дали машину. Или чтобы кто-то из братьев или сестер поучаствовал в ремонте вашего автомобиля. Может быть, он у вас там в автосервисе, брат, работает, и все вам сделает прям за 5 минут, а вы там будете копаться 2 месяца. Так что обратите на это внимание. Ну и плюс еще Луна в Стрельце — это преувеличение своих сил. Здесь вы можете в понедельник, вторник пообещать что-то кому-то и не выполнить свое обещание. Либо сказать, что да, я справляюсь, я справлюсь, давайте еще мне подработки, еще большой работы, давайте я и за Петю сделаю, и за Васю сделаю работу, вообще все могу, мне все по плечу. Ни в коем случае, весы, в понедельник и во вторник ничего никому не обещайте. Прежде чем что-то кому-то пообещать, подумайте, сможете вы это выполнить или нет. Потому что если вдруг все-таки скажете, да, я это сделаю, а потом не получится, сплошные разочарования будут. Так что заранее предупреждаю, не соглашайтесь на подработку, если уверены, что не справляетесь. Приходит среда и четверг в вашу жизнь, дорогие весы. И здесь Луна переходит в знак зодиака Козерог, в ваш 4-й дом гороскопа. 4-й дом гороскопа — это семья, это родители, мама, папа, дедушка, дядюшка. Короче, вся ваша семья, которую вы любите, обожаете и очень цените. И правильно делаете. Итак, Луна в Козероге — это чувство долга. Будет ощущение, что вот семья к вам будет обращаться за какой-то помощью, поддержкой, за какими-то советами. Либо наоборот, вы будете обращаться к маме, потому что 4-й дом в основном это мама. К ней будете обращаться, чувство долга какое-то у вас будет. Вот помочь ей надо, вот прямо только я и больше никто, только я могу помочь, только я могу приехать решить эту проблему. Поэтому Луна в Козероге будет провоцировать у вас вот это чувство долга: я должна, я сделаю, или я должен, я сделаю. Затем очень много будет внимания у вас на материальную сторону жизни. Возможно, в семье потребуется ваша финансовая какая-то грамотность или ваши деньги. Может быть, вы будете давать деньги маме, родителям, чтобы те купили что-то важное или куда-то пустили на важные дела. Поэтому здесь важно, конечно, прежде чем давать деньги, подумать, как вы будете жить. И вы сейчас все отдадите, а потом что? А есть вы что, будете Ролтон а жить вы где будете под мостом? Поэтому прежде, конечно, чем такой вот добрый жест делать в сторону своих близких, подумайте, как вы будете жить последний месяц. Следующее. Что-то новое в вашей жизни, если придет в этот момент, в среду и в четверг, оно будет приниматься с осторожностью. К примеру, я не знаю, вам кто-то предложит купить квартиру, снять квартиру, переехать куда-то, потому что 4-й дом — это все, что связано с переездами, с недвижимостью. Либо родители вам предложат какой-то проект, участие в чем-то, да, в какой-то организации чего-то. Вы как-то с осторожностью будете к этому подходить. Типа, спасибо большое за идею, я подумаю. Вот это будет девиз в среду и в четверг у весов. Спасибо, я подумаю. Не соглашайтесь сразу на все. Даже если это ваша мама родная, папа родной, все равно нужно продумать все нюансы и все риски просчитать, если вдруг это какой-то проект или какая-то там идея, как вам развиваться дальше. Затем, препятствия в делах — это все Луна в Козероге. Почему это вообще проецирует препятствия в делах? Козерог. Потому что сам по себе знак зодиака Козерог, он немного скрытный, он немного такой сдержанный, он эмоции свои не показывает, не проявляет. И здесь Луна то же самое вам, весам, даст в среду и в четверг вот эту часть характера Козерогов. Вы будете более скрытны, вы будете более сдержаны, вы будете недоверчивы, вы будете, вот после позитива в понедельник, вторник, вы как будто скроетесь под скорлупой, как будто вот прям вот мне нужно вот прям сосредоточиться. Вам потребуется сосредоточиться, во-первых. Во-вторых, вам очень потребуется в среду и в четверг дисциплина и прям какие-то правила себе прописать. Что мне делать завтра, что мне делать в эти выходные, что мне делать на работе. То есть вот это прописать и действовать по этому плану. Вам потребуется вот это вот, знаете,
собраться в кулак в среду и в четверг. Как я уже говорил, четвертый дом — это недвижимость и переезды. Кто-то из вас задумается о том, что пора продать квартиру, или обменять квартиру, или что-то делать с квартирой, какие-то льготы получать на нее, прописывать родственника, ребенка своего, либо делить квартиру, да, там, на доли, или приватизировать квартиру, или купить квартиру, ипотека. То есть все, что связано с недвижимостью, в среду и в четверг поднимется вопрос касательно этого. Переезды, может быть, вы подумаете, что нужно переехать ближе к школе, если у вас ребенок там ходит 3 километра до школы, там сквозь пургу и стужу, да, надо что-то с этим делать. Либо переедете ближе к работе, либо вообще переедете в квартиру, которая больше вас устраивает, либо больше по метражу, либо подходит по бюджету. Вот сейчас вы платите там 100 тысяч, а вам нужно сэкономить и платить 60, поэтому вы найдете квартиру за 60. Вот такое может произойти еще в среду и в четверг. Не обязательно, что это сразу будет на практике, и весы сразу соберут свои шмотки, чемоданы и выедут, да, куда-то там в среду, в четверг. Может быть, это просто будет мысли вслух или внутри себя, типа, надо переехать. Слишком много времени, вот я живу вот в этом районе, надо что-то новенькое. Может быть, и таким образом проиграется у вас Луна в Козероге. Ну и также, если вы женщина, конечно, а меня смотрят в основном женщины, сексуальная жизнь, сексуальная энергия, четвертый дом, вы будете более сдержаны, вы будете более, как-то сказать, как будто вот какой-то, не то что комплекс будет проявляться, а как будто вот если вы одинокие весы, да, то здесь как будто вы скроетесь, вот не надо никаких комплиментов, не нужно меня никуда приглашать. Все нормально, у меня все с личной жизнью хорошо. А по факту будет совсем по-другому. Будете вот ждать, когда же суженый ряженый появится. И сами себе будете обрубать какие-то возможности. Будете не уверены в себе. Либо наоборот закроетесь от общения с человеком, который вам нравится. Это все припадки Луны в Козероге. Это все пройдет в пятницу уже, я думаю. Поэтому сексуальная жизнь у весов должна пойти в гору. Но бывают такие, конечно, перетурбации. Ну и все, что связано с заботой, с опекой, это четвертый дом. Может быть, за бабушкой придется присмотреть. Может быть, придется прописать кому-то какие-то правила ухода. Может быть, вы наймете няню для кого-то, да, то есть няня работает по вашим правилам. Какую-то дисциплину, потому что Луна в Козероге дисциплина, как я уже говорил, пропишите, не знаю, поход в поликлинику своим родителям или кому-то, какому-то человеку, своему ребенку пропишите какую-то диету, будет соблюдать диету ваш ребенок. То есть какие-то правила и забота и опека одновременно. Вот так может пройти ваша среда и четверг на следующей неделе, весы. Приходит в вашу жизнь пятница, и это долгожданная суббота. А вместе с ней Луна меняет свой знак, в знак зодиака Водолея она входит в пятый дом, туда же, где Меркурий находится. Меркурий, правда, до 23-го будет тусить в вашем пятом доме, а Луна всего 2 дня, пятница и суббота. Давайте посмотрим, что она может привнести в вашу жизнь. Ну, во-первых, пятый дом — это дети, все, что связано с детьми, и то, что мы о чем только что говорили. Может быть, дети будут вас как-то не то что раздражать, а выводить на эмоции, не будут слушаться. Чувствительность какая-то у вас проявится, то, что вот ребенок вас не слушается, что-то с этим надо делать. Все, не могу, устал, надо что-то вот как-то предпринимать действия. Либо вы задумаетесь о том, что вот детей пока нет, и вот вас будут на эту тему поднимать, какие-то родственники будут спрашивать, почему нет детей, когда родишь, вот это все, вот это вся. Да, вся вот эта штука может как-то провоцировать вас на нервозность. И вот Луна в Водолее — это чувствительность, это нервы, вот прям вот как будто они будут оголены, и вот любое слово на тему детей все вас разорвет. Поэтому здесь нужно сохранять спокойствие и не нервничать, весы. Это очень важно. Затем, все, что связано, как я уже говорил в начале видео, пятый дом — это удовольствие, это секс, это интим, это любовь, романы, флирты. Если вы все-таки одинокие весы, то Луна в Водолее — это новые знакомства. Вот пятница, суббота — замечательное время, чтобы с кем-то познакомиться. Все, хватит ныть, хватит плакать, что вы одна или один. Берете, скачиваете приложение знакомств, затачиваете туда все свои лучшие фотки, пишите статус, что вы самая классная или самый классный, и вы ищете только самых классных или самую классную, и знакомитесь, ходите на свидание. Вообще, вот пятница, суббота — замечательное время, чтобы с кем-то действительно познакомиться, с кем-то завести какой-то роман, флирт. Просто получить удовольствие от внимания противоположного пола. Поэтому, если вдруг в пятницу что-то там надвигается, то в субботу замечательно вообще провести субботу романтическими встречами, ужин при свечах,
в кинотеатр с кем-то сходить, просто кофе попить, господи, ну, просто сесть на лавочку, попить кофе с каким-нибудь прекрасным человеком. Не обязательно, что этот человек будет ваш муж или ваша жена будущая. И там уже у вас польется фантазия, так как вы воздушный знак, у вас фантазия очень бурная, потому что у вас внуки, как вы будете внуков называть, да, а вы с ним знакомы только 5 минут. Может быть, просто это будет хороший человек, который станет вашим другом. Это тоже потрясающе. Скажите, правда же? Ну, правда. Также 5-й дом — это творчество, хобби. Здесь может проиграться Луна в Водолее, что вы познакомитесь с человеком, который тоже таким же творчеством занимается. Единомышленники какие-то. Может быть, подпишитесь на кого-то в социальных сетях, на такого же человека, который занимается тем же, чем и вы. Либо будете знакомиться с единомышленниками. Конечно, 5-й дом — это не единомышленники, но творчество и все, что с этим связано, и плюс еще Луна в Водолее принесет какие-то знакомства еще и в этом смысле. Дальше, трудно даются какие-то обыденные решения. Может быть, дома что-то нужно будет срочно, вот прямо вот принять решение, будет трудно, ваша голова будет забита какими-то другими вещами, вы не сможете сконцентрироваться просто над задачей, на какой-то проблемой дома. Там, не знаю, трубу прорвало, нужно срочно вызвать кого-то, трубу поменять, воду перекрыть. И как-то вот будет такой дисбаланс, да-да-да, сейчас все сделаю, сейчас все вот это, а решение какое-то вот прям резкое и четкое принять вы не сможете в пятницу, субботу. Вот немножечко такое будет заторможение, можно сказать. Дальше, желание перемен захочется, свободы, а так как это 5-й дом и дети, может быть, вы захотите детей сбагрить маме и сказать: все, в субботу еду я, значит, в парикмахерскую, потом в салон красоты, маникюр, педикюр, массаж, спа, или поехать куда-то, не знаю, там, на лыжах покататься в гору, и детей будет нужно с кем-то оставить. Захотите свободы, захотите творческого какого-то развития, что-то вот прям вот такое, что-то новое. Захотите в том числе освободиться и от, может быть, какого-то романа. Может быть, вас уже этот человек достал, вы с ним встречаетесь, а уже все, уже не надо ничего, спасибо, до свидания. И вот захочется как-то вот что-то новое и в личную жизнь привнести. Затем нужно оценивать шансы и возможности. Оценивать шансы и возможности в сфере бизнеса. Как я уже говорил в начале видео, 5-й дом — это бизнес, это собственный бизнес. Если этот бизнес вам нравится, оценивайте свои риски, возможности. Может быть, придется вкладывать больше денег, узнавать больше, знания откуда-то получать, чтобы развиваться дальше. Поэтому прежде чем выйти там на рынок, или вы уже на рынке, да, и хотите что-то больше развития, нужно оценивать свои возможности, потому что придется вкладывать, да, как я уже сказал, больше времени, больше внимания, а тут дети или еще что-то, творчество, да. То есть все смешать в одну штуку и заниматься одновременно всем у вас не получится, к сожалению. Было бы круто, но тогда все дела будут не нормально, не хорошо закончены или вообще не закончены некоторые. Так что за все сразу не беритесь весы, не стоит. Соревнования, спорт, все это принесет успех и славу, потому что Луна в Водолее принесет сюрпризы, как я уже говорил. Так что дерзайте, весы. Если в пятницу, субботу какой-то заплыв, вы приплывете первыми. И вообще тут вот прям вот я уверен в вас. Ну, вторыми максимум. Но точно вы возьмете какую-то награду и будете довольны. Я прям вами горжусь уже. Хотя я с вами не знаком, в принципе, да, но все равно с вами уже горжусь. Ну и все, что касается праздников, каких-то развлечений. Может быть, будете организовывать какой-то день рождения ребенку или организовывать день рождения не своему ребенку, а чужому. Может быть, будете организовывать юбилей, день рождения, праздник. Может быть, какие-то вещи будете для организации делать своими руками. Не знаю, там конфеты будете лепить своими руками, или коробки будете делать своими руками, или платья будете делать своими руками, вещи какие-то, шторы расшивать узорами. То есть что-то такое творческое будет одновременно. Ну и развлечения будут у вас. Ну и на этих развлечениях, конечно, есть большая вероятность с кем-то познакомиться, весы. Не сидите на месте в пятницу и субботу, если вы одиноки. Дерзайте. Ну и воскресенье. Луна переходит в знак зодиака Рыбы, ваш 6-й дом гороскопа. И о чем это говорит? Ну, во-первых, воскресенье, ну еще понедельник, потому что Луна будет в воскресенье, понедельник, 2 дня будет она в Рыбах. Нужно отключить отрицательные эмоции. Вот если вас кто-то выводит из себя, если кто-то вас бесит, если что-то не получается на работе, надо отключить вот негатив. Вот вообще вот негативную свою вот эту прям вот энергетику прям притупливайте по самой не могу, потому что если вдруг негатив все-таки выиграет, то можете нарубить дров на работе, со здоровьем и с домашними еще животными и ремонтом, потому что 6-й дом — это все вот эти сферы жизни нашей.
Так что очень важно в воскресенье, в понедельник больше позитива, меньше негатива. Вот прям вот девиз ваших 2 дней, воскресенье и понедельника. Луна в рыбах требует заботы, поэтому здесь вы захотите, чтобы о вас кто-то позаботился. Ваши коллеги на работе, ваш врач, просто вот какой-то человек в вашем окружении, с которым вы давно знакомы или недавно, неважно. Вы захотите, вот, чтобы о вас кто-то вот позаботился, спросил, как у вас дела, как-то вот обнял, знаете, приласкал, по головке погладил, сделал какой-то комплимент, за вас порадовался. Вот вам будет не хватать этих эмоций. Возможно, вы будете требовать это от кого-то, от любимого человека, к примеру, или от родственников. Просто вот, чтобы кто-то приехал, составил вам компанию, потому что вам скучно или вам тяжело, и никто вас не понимает. Вот в воскресенье, понедельник, возможно, такие мысли у вас будут, что мне тяжело, ну помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. Далее. Луна в рыбах — это повышенная чувствительность и подозрительность. Конечно, рыбы — это вообще чувствительный знак зодиака, а Луна в них, да еще провоцирует, когда у вас в гороскопе весы, это, естественно, это вот чувства, эмоции. Все будет как-то, вот знаете, вы будете относиться ко всему с какой-то осторожностью, знаете, и на работе в том числе. То есть обязанности какие-то, может быть, вам будут в понедельник навязывать, типа вот теперь ты этим занимаешься, да, и вы так будете подозрительно, почему я этим должна заниматься, или я должен этим заниматься. Что-то такое. А так как вы весы все-таки знак зодиака более за справедливость, да, может быть, будете поднимать вопрос, почему я этим занимаюсь, все, хватит, с меня довольно. Либо здоровье, можете подозрительно относиться к каким-то препаратам, к лекарствам, может быть, что-то прописали вам или вашему ребенку, или вашему любимому человеку, родителям, какие-то лекарства, и непонятно, помогут или нет. Либо врач какой-то к вам, у вас появится, к которому вы будете подозрительно относиться. Что-то мне в нем не нравится. Вот как-то я ему не доверяю. Возможно, вот воскресенье, понедельник так проиграется у вас. Затем, Луна в рыбах — это, знаете, захочется уединения, захочется, чтобы вас никто не трогал. С одной стороны, конечно, забота, да, там ласка, вот это все, вот понимание, захочется посидеть, укрывшись пледом с любимым человеком, и одновременно с этим вам захочется отключиться от мира, захочется отключиться от проблем, захочется убежать в какой-то свой внутренний мир, от всех и от вся, вот, чтобы вас никто не трогал, вот, чтобы в воскресенье вы вот побыли наедине с самим собой в тишине. Вот это захочется вам, дорогие весы, в воскресенье и в понедельник. Так вот работает Луна в рыбах. Проявляются таланты, вы можете найти что-то новое в себе, откопать какой-то дар. Может быть, вы будете исцелять людей, потому что все-таки 6-й дом — это здоровье, это лечение. Может быть, вы действительно будете помогать людям в медицине. Может быть, вы вообще в медицине работаете. И здесь вы поймете, что я еще могу, помимо там терапевтических каких-то, да, вещей, могу еще и ноги резать, и там руки рубить. То есть, может быть, у вас какой-то талант появится, и причем так внезапно, вы даже об этом не будете знать. Либо вы это просто не замечали, свой талант, и вот он проявится в какой-то ситуации. Какая-то ситуация будет в воскресенье, в понедельник, и вы проявите что-то новое. И все люди, которые будут свидетелями этого, такие: ого, ничего, да ты еще и это умеешь. Ага, классно же, да, ребят? Поэтому шестой дом еще и ремонт, может быть, будете как-то обстраивать свой дом так, чтобы вам было комфортно, потому что что-то вот уже надо менять, что-то нужно переделывать, может быть, потолок красить, может быть, мебель выкинуть, может, своими руками сделать шкаф, или как стул покрасить, свой какой-то ретро-стул, да, превратить его, дать ему новую жизнь, мебели новую жизнь дать, может быть, таким образом. И вы тем самым себя успокоите, уйдете в себя, в свой мир, может и так проиграться Луна в рыбах. Ну и что еще сказать? Неожиданное решение старых проблем тоже — это Луна в рыбах. Может быть, давно что-то тянется у вас, я не знаю, ремонт тянется, и вы не знали, как его закончить. Вот в воскресенье или в понедельник придет долгожданное решение. Все, нанимаем Ваську, Васька сейчас делает за 2 часа нам стену, все, она больше не падает, не рушится, и столы все прекрасно смотрятся, потому что я понял или поняла, что нужно там взять консультацию дизайнера, и все, сейчас все устроим. То есть какие-то неожиданные решения будут. И в ремонте, и в сфере здравоохранения, в здоровье, в лечении. Может быть, кто-то вам предложит какой-то препарат, который вы раньше вообще никак даже не задумывались, что он может помочь. А тут бац, попробовали и помогло. И либо, я не знаю, либо, опять же, да, на работе что-то, какая-то задача, вы не знали, как ее решить,
и придет решение само. Вот не нужно париться в весы в воскресенье, в понедельник. Решение каких-то важных вопросов, которые давно тянутся, или проектов, оно придет к вам. Наконец-то. Дорогие воздушные мои весы, я вам всегда рад на своем канале. И под конец гороскопа хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, любви, гармонии между внутренним миром и внешним. Пусть у вас все получается в творчестве, пусть у вас все получается в делах, на работе, чтобы вы по жизни шли с улыбкой, что бы ни происходило в жизни, а жизнь бывает разная, мы все прекрасно это понимаем, все равно пусть ваш стакан будет всегда наполовину полон, и всегда вы находили силы в себе, и вас поддерживали ваши близкие и родные. Вам это очень важно и нужно. Спасибо большое, что провели это время со мной. Пожалуйста, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Ну и я жду ваши комментарии под этим видео. Пишите. Сбываются прогнозы, не сбываются, мне будет очень интересно почитать. Еще раз крепкого здоровья, любви и удачи вам, весам. Увидимся совсем скоро. До свидания.